Все началось, казалось бы, самым обычным вечером. Лорд Нарихира возвращался домой, когда вдруг увидел странную повозку, которая ехала по главной дороге, хотя в ней не было ни одного быка. Солдат, сопровождавший его, предупредил, что это может быть демон. И сразу после этого повозку Нарихира отбросило в сторону, и он упал на землю. Женщина, сидевшая в призрачной повозке, сказала, что она направляется в императорский дворец и будет в пути 7 дней, и потребовала, чтобы они уступили ей дорогу. Солдат, сопровождавший лорда Нарихиру, желая защитить его, выхватил меч и напал на женщину-демона. Но она превратилась в демона и напугала их. И все это из-за встречи с той странной повозкой. На следующий день лорд Нарихира слег. Он попросил Хиромасу, своего близкого друга, уничтожить демона в той повозке, чтобы обеспечить мир в столице. Хиромаса отправился в храм Анмёдзи, чтобы попросить помощи у Анмеджи. Но люди там занимались в основном астрономией, наблюдением за календарем и предсказаниями. Что касается демонов, они не были уверены, что смогут с ними справиться. Но в Анмедзи Хиромаса представили очень особенному человеку Абе Сеймэю. Ходили слухи, что этот человек был сыном лисы. Хиромаса пришел в дом Сеймэя, который был окружен цветами и высокой травой, словно заброшенный участок земли. За его спиной появился мужчина в белом и сказал: «С момента, когда цветок распускается, и до того, как он увядает, его всегда называют цветком. Разве подрезать цветок значит идти против законов природы?» Этим человеком был Сеймэй. Хиромаса сразу понял, что это тот, кого он искал, и вежливо поклонился в знак приветствия. Не успел он договорить, как Сеймэй исчез. А перед Хиромасой оказалась только зеленая лягушка. Каким-то образом Сеймэй уже стоял позади него. Хиромасе показалось, что над ним подшутили. Он представился еще раз и сказал, что у него срочное дело, требующее помощи Сеймэя. Белая змея напугала его, и он упал в пруд. Сеймэй велел ему поскорее выбираться из воды. Затем он позвал Мацу и 2 своих маленьких дочерей, которые появились и принесли Хиромасе чистую одежду. После этого Хиромаса рассказал Сеймэю о проблеме, с которой он пришел. 4 дня назад лорд Нарахира, военный, как и он, увидел таинственную повозку. Она двигалась без лошадей, появилась в полночь на пересечении проспекта Сузаку и 8-й улицы, а затем внезапно исчезла на 7-й улице. Лорд Нарахира с тех пор не вставал с постели, потому что столкнулся с этой повозкой. Если так будет продолжаться, то беда может постигнуть и других. Хиромаса надеялся, что Сеймэй разберется с этим как можно скорее. Сеймэй сказал, что это пустяк, но Хиромаса возразил, что кто-то уже пострадал. Сеймэй предложил Хиромасе обратиться за помощью к императору. Разговор с Сеймэем очень расстроил Хиромасу. Он встал, чтобы уйти, сказав, что это всего лишь маленькая демоница, и он справится с ней сам, без чьей-либо помощи. Услышав, что это демоница, Сеймэй вдруг заинтересовался этим заданием. Той ночью Хиромаса отправился туда, где появилась демоница, и ждал, чтобы ее уничтожить. Неожиданно появился Сеймэй. Он сказал, что передумал и теперь хочет защитить столицу, хотя на самом деле просто хотел посмотреть, как выглядит демоница. Хиромаса сказал, что женщина-демон передвигалась на телеге, запряженной валами, и когда ее спрашивали, куда она направляется, она отвечала, что едет во дворец императора. Дорога занимала 7 дней. Если бы с императором что-то случилось из-за этой женщины-демона, это было бы ужасно. Основываясь на рассказе Хиромасы, Сеймэй понял, что они находятся не на пути, по которому должна была проехать женщина-демон. Судя по маршруту до императорского дворца и скорости, с которой передвигалась телега, женщина-демон проезжала 1 перекресток в день. И сегодня она должна была появиться на 4-й улице. Когда они прибыли туда, Хиромаса спросил, как Сеймэй собирается уничтожить женщину-демона. Сеймэй ответил, что сначала нужно очистить душу демона, а потом уже действовать. Что касается Нарахиры, то он был отравлен миазмами и должен был поправиться через несколько дней отдыха. Как и ожидалось, женщина-демон появилась. Казалось, что кроме них 2, которые пришли ее встретить, там была еще какая-то сила. Заранее была установлена магическая формация, и в телегу, в которой ехала женщина-демон, полетело множество стрел. Так вот кем оказался Нарахира? Он сказал, что ему не нужна помощь ребенка Лиса, и что он лично отомстит и устранит угрозу для столицы. Огромная рука высунулась из горящей телеги, схватила Нарахиру и сожгла его заживо. Когда его подчиненные попытались броситься ему на помощь, на них напала белая собака.
Однако собака, как и женщина-демон, не тронула Хиромасу. Когда он выбежал с мечом, две собаки, черная и белая, и повозка повернули в другую сторону и постепенно скрылись из виду. Как жаль, что Нарахира был слишком нетерпелив и не смог сохранить свою жизнь. На следующий день император сказал Хиромасе и Сёме, что сегодня ночью они должны напасть на повозку с валами, собравшись у ворот Сузаку. Хиромаса подумал, что именно из-за него появилась демоница. Несколько дней назад он получил странное письмо, которое принесла собака. Эта собака была очень похожа на ту, что сопровождала демоницу прошлой ночью. В письме говорилось: «Любовь, которую ты даришь, приносит только боль. Если бы ты не пришел, как бы я смогла справиться со своей печалью?» Но Хиромаса никогда не знал ни одной женщины, и кто мог бы прислать ему любовное письмо? Сёме предположил, что Хиромаса не был настоящей целью этого письма. В тот день, когда он получил письмо, Хиромаса служил в императорском дворце и переписывал документ, написанный императором. Возможно, сутра, которую он переписывал, впитала запах благовоний, и собака ошибочно приняла его за императора. Настоящей целью демоницы был император. Хиромаса пошел к императору и сказал, что они с семьей тщательно разберутся с этим делом. И попросил императора приказать всем покинуть ворота Сузаку этой ночью. Император поблагодарил его за предусмотрительность и пообещал выполнить его просьбу. Той ночью Хиромаса и Сёме прибыли на место, чтобы выполнить план. Хиромаса принес семею прядь волос императора. Сейме сказал Хиромасе, что сколько бы добрых дел он ни сделал для других, если он будет с Сейме, во дворце всегда будут ходить плохие слухи о них. Люди говорили, что если посмотреть Сейме в глаза, то можно навлечь на себя проклятие. Возможно, демоница тоже была связана любовным проклятием и поэтому возненавидела его. В этот момент появилась демоница. Сейме сказал, что не может позволить ей оставаться рядом с императором. Демоница спросила, не приказал ли император изгнать ее. Она унижалась только для того, чтобы увидеть императора. Ее обида заставила ее превратиться в огромного уродливого демона. Хиромаса попытался напасть на нее, но его остановили две сопровождавшие ее собаки. Когда она, казалось, потеряла всякую волю к сопротивлению, перед ней появился образ императора, заставив ее отступить и спрятаться от него, чтобы он не увидел ее уродливую форму. Император подошел, сел рядом с демоницей и извинился за то, что заставил ее так долго ждать. Раньше они случайно встречались и проводили вместе много прекрасных моментов. Когда император ушел, он пообещал вернуться. Он также оставил ей двух собак, которых взял с собой. С тех пор она каждый день жила в ожидании и тревоге. В конце концов, от тоски она превратилась в демона. Услышав слова утешения и извинения от иллюзии, созданной Сейме, демоница успокоилась и превратилась в фиолетовый цветок. Хотя спасение ее было добрым делом, Хиромаса все равно чувствовал, что обманул демоницу. Лорд Кейн был старым толстым развратником. Сколько бы женщин он ни переспал, он никогда не мог удовлетворить свои желания. Пока он сидел и сокрушался, что нет такой красоты, которая могла бы его удовлетворить, к нему обратился голос. Крылатая крыса подошла и сказала, что кто-то может исполнить его желание. Хиромаса снова пришел к Сеймею, хотя он и не хотел его видеть. 3 дня назад лорд Кейн вызвал Сеймея к себе домой. Но Сеймей так и не пришел. Поэтому сегодня Хиромасе пришлось привести лорда Кейна к нему. Он сказал, что лорд Кейн был самым развратным человеком в столице. Каждый раз, когда он видел понравившуюся ему женщину, он набрасывался на нее, не думая о том, кто она. Вероятно, он просто хотел, чтобы Сеймей разобрался с какой-то обиженной им женщиной, и Хиромаса не хотел помогать такому похотливому человеку. Сеймей вдруг заметил коробку, которую нес Хиромаса, и спросил, что в ней. Когда коробку открыли, к всеобщему удивлению, в ней оказалась голова лорда Кейна. Хотя голова была отделена от тела, она все еще могла говорить. Услышав, что сказал о нем Сеймей, лорд Кейн чуть не сошел с ума. Но теперь он даже не мог пить воду самостоятельно. Кейн рассказал, что слышал легенду о человеке, который победил демона-птицу в игре в сёге. Благодаря этому человек получил в награду непревзойденную красоту. Кене тоже хотелось хоть раз в жизни испытать, каково это — спать с такой необыкновенной красавицей. Поэтому он отправился на поиски демона-птицы, чтобы сразиться с ним. Кейн сказал демону, что он очень хочет женщину, но не обычную, а такую, которая была бы неземной красоты. Если бы он победил демона,
то получил бы самое соблазнительное женское тело в мире. Но демон-птица с алыми перьями тоже хотел знать, что Кейн предложит взамен, если проиграет. Какой талант он поставит на кон. В прошлом дворянин по имени Хессио тоже бросил вызов демону, поставив на кон свой литературный талант, чтобы получить ту необыкновенную женщину. Но у Кейна не было такого таланта. Все, что он мог предложить, это свое собственное тело, полное похоти и желания, в качестве ставки. Демону это показалось забавным, и он принял вызов Кейна. Но в ночь перед поединком Кейн почувствовал, что проиграет, и сбежал, не дожидаясь окончания игры. Он не выиграл и не проиграл, но демон все равно забрал его тело. Сэй Мэй подумал, что в этой ситуации демон был достаточно милосерден, забрав только тело Кейна. Кейн больше не мог этого выносить. Он слышал, что несколько дней назад Сэй Мэй занимался сексом с демоницей, поэтому на этот раз он хотел, чтобы Сэй Мэй помог ему избавиться от демона-птицы с алыми перьями и вернуть его тело. Но Сэй Мэй сказал, что демон не угрожал людям и не ел их, поэтому у него не было желания заниматься сексом с безобидным существом. Тогда лорд Кейн предложил другую идею. Пусть Хиромаса сыграет в сугароку с демоном, и если он выиграет, то сможет вернуть тело Кейна. Сэй Мэй сказал, что азартные игры — это не дело Анмедзи. Их долг — изучать звезды и человеческую физиогномику, чтобы накладывать заклинания и изгонять демонов, опасных для людей. Видя, что Сэй Мэй не собирается помогать похотливому лорду, Хиромаса заговорил и попросил помощи для него. Он сказал, что сделает все, чтобы помочь Сэй Мэю победить демона. Услышав это, Сэй Мэю ничего не оставалось, кроме как согласиться помочь лорду. Они решили, что этой ночью пойдут к Алым воротам, чтобы встретиться с демоном. В тот вечер у лорда Кейна не было другого выбора, кроме как остаться в доме Сэй Мэя, потому что, если бы его слуги узнали, что он потерял свое тело из-за похоти, он бы не знал, куда деть глаза от стыда. Хиромаса спросил Сэй Мэя, что он планирует предложить демону, чтобы вернуть тело Кейна. Сугароку — игра с большими шансами, и поскольку они играют против демона, шансы на победу еще меньше. Единственный способ победить — это жульничать. Но это было бы очень опасно, если бы демон узнал об этом. По этой причине Сэй Мэй хотел немного изменить условия пари. Хиромаса сказал, что однажды ночью он проходил мимо Алых ворот и услышал прекрасную мелодию флейты. Хотя он не видел, кто играл, Сэй Мэй сказал демону, что хочет сыграть в другую игру вместо Сугароку, чтобы вернуть тело Кейна. Сначала демон не согласился. Он хотел увидеть реакцию людей, когда они были на грани проигрыша в азартной игре. Тогда бы раскрылась их истинная сущность, и они бы боролись из-за собственной жадности. Сэй Мэй разозлил демона, сказав, что тот украл таланты многих людей, но не использовал их, и это было напрасно. Сэй Мэй также сказал, что поставил бы на Миёдзи, если бы демон позволил ему самому выбрать формат поединка. Предложение показалось ему заманчивым. Демон согласился на условия Сэй Мэя. Они договорились встретиться на том же месте на следующий день. Демон-птица хотел победить Сэй Мэя, а затем использовать его силу Миёдзи, чтобы превратить его в насекомое или во что-то другое по своему желанию. Но Сэй Мэй привел Хиромасу, чтобы тот сразился с демоном, и Хиромасе пришлось тренироваться весь день, чтобы подготовиться к поединку. Он перепробовал множество игр, от игры в ракушки до настольных игр, но ни одна из них не помогла. Несмотря на все старания, он не добился никакого прогресса. Сэй Мэй сказал, что если так будет продолжаться, то лорд Кейн не спасется. Он посоветовал Хиромасе постоянно напоминать себе, что он победит. Это было похоже на заклинание, которое придаст ему сил для поединка с демоном-птицей. Сын лорда Кейна Мичинага пришел в дом Сэй Мэя, чтобы найти отца. Увидев, что отца нет, он спросил у лорда Кейна, где он, и тот направил его сюда. Кейн сказал сыну никому не рассказывать о его положении, потому что если бы об этом узнала его жена или император, у него были бы серьезные неприятности. Мичинага сказал Хиромаса и Сэй Мэю, что хотя его отец ослеплен похотью, он все равно умолял их спасти его. Услышав такую искреннюю мольбу, Хиромаса почувствовал прилив сил. Он продолжал тренироваться с Мацучу и Мацуя, чтобы подготовиться к предстоящему поединку. Той ночью они вдвоем отправились на встречу с демоном-птицей. Они поднялись на крышу и устроили поединок по борьбе, чтобы определить победителя. Когда Хиромаса впервые услышал об этой игре, он был очень недоволен. Как он мог бороться с таким сильным и крепким демоном? Но после того, как Сэй Мэй прошептал ему на ухо план, он согласился, как и боялся Хиромаса.
Один легкий захват демона, и Хиромаса уже летит вниз с крыши. Казалось, что демон уже выиграл матч. Но вдруг Хиромаса нашел флейту демона под карнизом. Как оказалось, именно этого и добивался Саймэй. В исследованиях о демоне Малиновки упоминалось, что все, кто с ним сталкивался, слышали, как он играет на флейте. Прекрасный звук, который привлек Хиромасу той ночью, тоже был создан демоном. Хиромаса был удивлен, узнав, что такой прекрасный звук исходил от демона. Саймэй предположил, что талант к игре на флейте, вероятно, был украден у кого-то другого, как и многие другие способности демона. Но демон Малиновка сказал, что хотя он и украл много других талантов, умение играть на флейте было его собственным в прошлом. Он много раз играл на флейте в Малиновых воротах. Он провалил императорские экзамены только с этим талантом, и как бы хорошо он ни играл, он не мог угодить людям. Чтобы добиться успеха в жизни, ему не хватало многих других талантов. Эта одержимость превратила его из ученого юноши в отвратительного демона, который пришел в этот мир. В ту ночь, когда Хиромаса встретил его, он остановился и заиграл в унисон с демоном на флейте. Демон Малиновка не поверил в это и захотел услышать, как Хиромаса играет на флейте, чтобы убедиться. Кроме того, он хотел, чтобы Хиромаса сыграл на своей собственной флейте. Когда Хиромаса начал играть, звук флейты совершенно поразил демона. Саймэй дал флейту демону и попросил его сыграть вместе с Хиромасой. Демон, наконец, смог показать свое мастерство и получить признание, о чем давно мечтал. И хотя он не выиграл пари у Хиромасы, он вернул тело лорда Кейна. На следующее утро, когда Саймэй провожал Кейна, он посоветовал ему сдерживать свои желания, чтобы не попасть в подобную ловушку снова. Хиромаса пришел к Саймэю, чтобы попросить помощи в другом деле. Хиромаса сказал, что на самом деле не собирался приходить. Саймэй тоже не хотел браться за то, что принес Хиромаса, но Хиромаса попросил Саймэя хотя бы выслушать его, прежде чем решать, помогать ему или нет. Внезапно появилась женщина средних лет. Это была Кум, служанка, работавшая в богатых домах. Она опустилась на колени перед Саймэем и умоляла его спасти ее госпожу. Госпожа, о которой она говорила, была леди Фудзио. Кум пришла спросить Саймэя о молодой девушке, которая играла на биве. Девушке, которую очень любила леди Фудзио. По словам Кум, 3 года назад, когда умер муж леди Фудзио, она была в отчаянии. Чтобы утешить ее, друзья познакомили ее с юной леди Куджо. Чудесное соло на биве помогло немного облегчить горе в сердце леди Фудзио. Девушка не только прекрасно играла на инструменте, но и обладала очаровательной энергией, которая заставляла всех, кто ее встречал, восхищаться ею. Однако около месяца назад леди Куджо внезапно перестала приходить играть музыку с леди Фудзио. Женщина из Миодзи пришла навестить госпожу Фудзио, а вскоре после этого появилась госпожа Куджо. Но на этот раз она пришла только в полночь, и лицо у нее было очень бледное. С тех пор госпожа Фудзио начала чувствовать себя плохо. Крылатая мышь пришла к Куму и сказала, что если он беспокоится, то должен пойти и посоветоваться с Саймэем. Похоже, Саймэй уже понял, в чем проблема, и сразу согласился помочь Куму. Он считал, что тот, кто стоит за этим происшествием, нацелился на него, и, скорее всего, с госпожой Куджо уже случилось что-то плохое. Он сказал, что этой ночью пойдет в дом госпожи Фудзио, чтобы понаблюдать за ситуацией. Кум предупредил его, что госпожа Фудзио не хочет, чтобы ее кто-то видел, поэтому он должен быть очень осторожен, чтобы его не заметили. В тот вечер Саймэй и Хиромаса отправились в особняк госпожи Фудзио. Хиромаса не заметил ничего странного. Госпожа Куджо и госпожа Фудзио очень мило беседовали, и музыка юной госпожи звучала чудесно. Саймэй сказал, что не стоит отвлекаться на эти вещи, как бы красиво ни звучала музыка. Это было всего лишь заклинание. Чем чище звук, тем легче заклинание проникает в сердца людей. Хотя обеим девушкам, казалось, нравилась их беседа, когда госпожа Фудзио ушла, Куджо начала чувствовать слабость, будто едва могла сидеть прямо. Когда она ушла, Саймэй подошел ближе, чтобы осмотреть ее. Он почувствовал сильный запах благовоний, исходящий от девушки. На дорожке, по которой она шла, была странная земля, от которой тоже исходил сильный запах благовоний. Понаблюдав за этим некоторое время, Саймэй решил, что вернется сюда завтра. На следующий день Хиромаса принес еду для Саймэя, мацутю и мацуя, но в итоге открыл ее и съел сам, что немного его расстроило.
Сеймэй объяснил, что Мацуэ-тю и Мацуэ-фамильяры рожденные из цветов глицинии, а не люди. Они просто пришли помочь Сеймэю с некоторыми делами. Хиромаса спросил, не одиноко ли Сеймэю жить одному в таком огромном особняке. Сеймэй ответил, что ему действительно одиноко. Но суть человека в том, чтобы всегда быть одному. Ему было все равно, живет с ним кто-то или нет. Пока они разговаривали, снова появилась крылатая мышь. Она привела их к дому на вершине скалистой горы. Это был дом женщины Анмедзи, о которой говорил лорд Кане. Хиромаса удивился, увидев, что она была молодой женщиной, гораздо моложе, чем ему говорили. Сеймэй предупредил его, чтобы он не обманывался внешностью. Ведь когда он встретил ее в прошлый раз, она приняла облик 80-летнего старика. Женщина пригласила их выпить саке, но они отказались, а потом предложила сыграть в игру «5 камней», как это делал лорд Кане, чтобы завоевать сердце девушки, которую он любил. На крыше висело множество трупов крыс. Эти крысы использовались для создания фамильяров крылатых мышей, точно так же, как та, что привела сюда Сеймэя и Хиромасу. Сеймэй сказал, что эта женщина была Анмедзи, которая обманывала людей и пожирала их души просто потому, что ей было скучно. Ее звали Асия Деман. Похоже, она уже знала, зачем пришел Сеймэй, и сразу же спросила о девушке, игравшей на биве. Сеймэй подозревал, что мужчина использовал заклинание единства противоположностей на девушке. Это заклинание используется, чтобы вернуть душу умершего в его тело. Другими словами, леди Куджо уже была мертва. Странная земля, которую ранее нашел Сеймэй, была землей с места, где похоронили ее тело. Сильный запах благовония использовался, чтобы скрыть запах разлагающегося тела. Зачем Демранту было делать такое с юной девушкой? Она сказала, что это потому, что к ней приходила леди Фудзио и хотела снова увидеть девушку, даже если та уже была мертва. Поэтому Демрант призвал душу девушки и заставил ее тело двигаться. Но если бы все так и продолжалось, то из-за длительного контакта с трупом жизненная сила леди Фудзио была бы полностью истощена. Девушку это не волновало, она просто думала, что будет интересно, если женщина умрет из-за уже мертвой девушки. Для нее это была просто игра. Она наложила проклятие, а Сеймэй должна была его снять. Так она могла бы развлечься. Сеймэй ценили другие, но Хиромасу очень злился на то, что она убивала людей ради развлечения. Сеймэй хотела, чтобы она не вмешивалась, чтобы он мог снять единственное заклинание обратного действия и спасти леди Фудзио. По дороге домой Сеймэй объяснила Хиромасу, что проклятие отличается от заклинания. Проклятие рождается из желания чего-то добиться, а заклинание — это то, что управляет проклятием. Сеймэй должна была заставить леди Фуджо понять, что девушка Куджа уже мертва. И только тогда она поняла, что ее желание было ошибочным. Только так можно было разрушить заклинание, которое могло вернуть ее к жизни. Они вдвоем пришли в особняк и рассказали госпоже Фудзио всю правду. Но она отказалась верить словам Сейдзи. Однако она согласилась позволить им встретиться с девушкой Куджо в тот вечер. Как всегда, девушка пришла в особняк, чтобы поиграть на биве. Ее оживленная речь совсем не походила на речь человека, который уже умер. Сейдзи хотел провести обряд экзорцизма, чтобы убедиться, что девушка действительно мертва. Когда заклинание сработало, Куджо испытала ужасную боль. Как будто ее сжигало синее пламя. Хиромаса тут же остановил Сейдзи, потому что не мог смотреть на эту ужасную сцену. Обычно обряд экзорцизма не причиняет такой боли. Но из-за того, что проклятие мужчины не было снято, девушка так бурно отреагировала. Госпожа Фудзио знала, что девушка умерла, но все равно хотела быть с ней. И девушка тоже хотела остаться рядом с госпожой Фудзио. Сейдзи сказал девушке, что больше не нужно притворяться сильной, потому что он видел, как ей было больно и трудно двигаться в этом теле. Более того, если они будут продолжать в том же духе, госпожа Фудзио в конце концов умрет. Проклятие, которое наложил на них мужчина, было взаимным, и оно не исчезнет, пока они оба не откажутся от своих желаний. Куджо и госпожа Фудзио были настоящими подругами. Благодаря друг другу они обрели больше радости и позитива в жизни. Вот почему им было так тяжело расставаться. Но услышав, что госпожа Фудзио может умереть из-за нее, девушка решила уйти, чтобы госпожа могла жить полноценной жизнью. В этот момент заклинание изгнания духов, которое читал Сеймэй, наконец подействовало, и девушка вернулась туда, где ей было самое место. Надеюсь, в следующий раз она будет жить лучше. Хиромаса сказал, что хотя Сеймэй тоже был Анмёдзи, он был намного добрее того человека. Мибутадами был жалким призраком, который бродил по императорскому дворцу, измученный,
отчаявшийся и полный злобы. Его изможденное, осунувшееся лицо всегда выражало любовь. Тадами постоянно бормотал стихи. Той ночью Тадами напал на кого-то, и придворным чиновникам пришлось собраться, чтобы обсудить, как его усмирить. Тадами был известным поэтом. Во время весеннего поэтического конкурса в прошлом году он проиграл лорду Каину Мори, а потом умер от отчаяния, став мстительным духом, который теперь бродил по дворцу. Хиромаса сидел далеко, чтобы не вмешиваться, но другие чиновники все равно пришли к нему за помощью. Хиромаса отказался участвовать, потому что знал, что они в итоге попросят его найти Сэймэя. Выйдя на улицу, он случайно встретил человека, играющего на флейте. Мелодия была такой красивой, что он остановился послушать. Флейтистом был никто иной, как лорд Ацуми. Хиромаса слышал, что Оцуми уехал из столицы, чтобы разучить секретную мелодию, и похвалил ее, сказав, что она действительно завораживает. Если бы это было возможно, он хотел бы слушать ее вечно. Они вместе вошли внутрь, чтобы встретиться с другими придворными чиновниками. Ацуми удивился, увидев, насколько близки были Хиромаса и Сэймэй. Хиромаса сказал, что на самом деле они не были так близки, просто все неправильно поняли и думали, что если он попросит, Сэймэй согласится помочь. С другой стороны, придворные чиновники считали, что Тадами, который умер от злости, проявил слабость. Но Ацуми думал, что если человек приложил все усилия, чтобы чего-то достичь, и потерпел неудачу, то он может умереть от разочарования, даже если до успеха оставался всего один шаг. Когда Хиромаса вернулся, другие придворные чиновники сразу сказали, что такие дела, связанные с духами и демонами, не входят в их обязанности. Это работа Анмедзи. Они хотели, чтобы Хиромаса попросил Сэма разобраться с этим. Или он мог бы сам расследовать ситуацию, выяснить, причиняет ли Тадами вред людям или дворцу, а потом уже решать, стоит ли обращаться за помощью к Сёмэ. На этот раз Сёмэ пришел помочь Хиромасе по собственной инициативе, его не пришлось просить. Сёмэ сказал, что кто-то попросил его прийти и запечатать мстительного духа во дворце. Он спросил Хиромасу, встречал ли тот когда-нибудь этого духа. Хиромаса ответил, что не только видел духа, но и встречался с господином Тадами, когда тот был еще жив. Во время поэтического конкурса придворные дамы и аристократы разделились на две фракции. Соревнуясь в том, кто напишет лучшие стихи, они давали друг другу темы для написания стихов. Господин Тадами был поэтом из левой фракции, а Хиромаса играл на музыкальных инструментах для правой фракции. Во время конкурса господин Тадами проиграл господину Канамари. Хиромаса считал Тадами очень хорошим человеком, несмотря на то, что они были из разных фракций. Когда Хиромаса видел, что Тадами трудно дается выступление, тот всегда с энтузиазмом помогал ему. Кто бы мог подумать, что такой добрый человек может превратиться в мстительного духа? Хиромаса видел, что Тадами по-настоящему любил поэзию и продолжал читать стихи даже после смерти. Поэтому он не мог поверить, что Тадами был злым человеком. Он спросил Сэймэя, обязательно ли запечатывать его, не могли бы они просто оставить его в покое. Сэймэй сказал, что дух Тадами уже год появлялся во дворце, и запечатать его будет очень сложно. В этот момент появился и сам мстительный дух Тадами. Сэймэй попытался использовать заклинание, и в небе образовался огромный вихрь из темных облаков, накрывший весь дворец. Как Сэймэй и предполагал, Тадами был связан с духовными линиями дворца, и если бы они попытались запечатать его силой, то могли бы вызвать еще более злобного духа. Им нужно было выяснить, какие сожаления все еще мучили Тадами, и постепенно их разрешить. На следующее утро они вдвоем решили отправиться в дом Тадами, где он жил до своей смерти, чтобы выяснить причину. Привратник рассказал им, что после поэтического вечера у лорда Тадами пропал аппетит. Как бы они его ни уговаривали, он отказывался есть и просто сидел, читая стихотворение, которое привело его к поражению. Так проходили дни, и он постепенно угасал, теряя жизненные силы, и в конце концов умер от голода. Хотя он и раньше много раз проигрывал, он никогда не впадал в такую глубокую депрессию. Другими словами, этот поэтический конкурс действительно много значил для Тадами. Сэймэй попросил отдать ему вещи, которые Тадами оставил после себя, для изучения, но Хиромаса сам все унес. Лорд Тадами был очень образованным человеком, и все его вещи были книгами по поэзии. Его положение при дворе было невысоким, и, скорее всего, он жил довольно скромно. Для таких людей, как он, поэтические вечера при дворе были редким шансом показать свой талант и привлечь внимание императора.
Он тратил всю свою скромную зарплату на книги и материалы для изучения поэзии. Можно сказать, что он поставил все на этот поэтический вечер. Неудача и упущенная возможность получить повышение были вполне объяснимы. Сеймэй сказал, что, возможно, понял, почему господин Тадами был так расстроен. Они вместе пошли к Канамори. Сеймэй прочитал стихотворение, которое Канамори использовал, чтобы победить Тадами, и сказал, что это стихотворение не его авторство. Сеймэй нашел это стихотворение в старинном сборнике поэзии, который передавался из поколения в поколение. Тогда Каинмори признался, что услышал это стихотворение от бродяги на дороге. Он подумал, что оно очень хорошо подходит к теме любви, поэтому использовал его в состязании с Тадами. Он не знал, что оно было написано в старинной книге. Возможно, Тадами знал, что Канамори украл его, но не мог высказаться во время поэтического вечера. Указать высокопоставленным чиновникам, что стихотворение, взятое из старинной книги, было бы равносильно сомнению в их литературных познаниях. Именно поэтому, даже зная правду, Тадами не мог высказаться. На обратном пути Сеймэй хотел провести еще один поэтический вечер, чтобы восстановить справедливость для Тадами. Он надеялся, что тот сможет обрести покой и двигаться дальше. Он попросил Хиромасу найти кого-нибудь, кто мог бы прочитать стихотворение Тадами, не боясь духов. Хиромаса сразу же обратился к Ацуме. Пока они разговаривали в императорском дворце, мимо проходил Тадами. Канамари смело подошел и признался Тадами во всем, сказал, что хочет снова участвовать в соревновании, и пообещал рассказать императору о своей хитрости в тот день и вернуть победу Тадами. Но вместо того, чтобы успокоиться, дух мщения превратился в демона. Возможно, это произошло по другой причине. Канамари вспомнил, что в день поэтического собрания Тадами встретил человека в белой шляпе, и, возможно, этот человек был как-то связан с его смертью. На следующий день по дворцу разлетелись слухи, что Сеймэй не смог помочь Тадами. Многие придворные чиновники говорили, что он всего лишь сын низкородного лиса. Они также утверждали, что он лучше умеет льстить императору, чем использовать свои навыки. Однако Сеймэя, казалось, совершенно не волновали эти злобные сплетни. Если бы он действительно был обижен на клевету, он бы уже наложил смертельное проклятие на всех. Но благодаря событиям прошлой ночи он понял, что лорд Тадами так горько говорил не потому, что проиграл лорду Канмари. Похоже, ему нужно было разобраться в этом, чтобы найти правильное решение. Пока Сеймэй читал какие-то документы, в его кабинет внезапно ворвался огромный черный кот. Затем пришли Ясунори и Он Миёдзи, работающие при императорском дворе. Они пришли сообщить Сеймэю, что император приказал ему обязательно помочь духу мщения лорда Тадами. Поскольку отец Тадами был поэтом, он мог знать причину смерти сына. Поэтому рано утром Хиромаса повел Сеймэя в родной город Тадами, чтобы встретиться с его отцом. Отец Тадами Тотамин был мастером поэзии. Сеймэй показал ему 2 образца почерка с разными мазками кисти, которые он нашел среди вещей Тадами. Он отметил, что стихи, написанные более темными чернилами, часто были лучше. Узнав, что секрет его сына раскрыт, Тотамину ничего не оставалось, кроме как честно признаться в этом Сёмме. Он сказал, что не все стихи его сына были написаны им самим. У Тадами не было таланта к поэзии, но он очень ее любил. Возможно, поэтому им и воспользовался демон. Несколько лет назад стихи Тадами внезапно стали намного лучше, и Тотамин это заметил. Поэтому он проследил за сыном и увидел, что тот часто встречается с демоном за горой. Но из страха он никому не рассказал об этом, даже сыну. Скорее всего, стихотворение на любовную тему, которое Тадами использовал на поэтическом вечере, было написано этим демоном. Кто бы мог подумать, что Тадами будет плагиатить чужие произведения? Сэм подозревал, что во время поэтического вечера лорд Тадами проиграл из-за стихотворения, которое дал ему демон. Разозленный этим, демон, возможно, убил Тадами. Но им все равно нужно было найти демона, чтобы убедиться в этом. Возможно, Сёме нужно было тренироваться не на Тадами, а на демоне. За горой Сёме прочитал стихотворение, написанное демоном, и сказал, что оно совершенно пустое и бессмысленное. Разъяренный оскорблением, демон тут же появился и отругал Сёме за критику его стихотворения. Он сказал, что такой высокомерный человек, как Сёмма, никогда не поймет глубокий смысл этих стихов. Хиромаса спросил, не демон ли наложил проклятие на Тадами, которое привело к его смерти. Но демон об этом не знал. Услышав, что Тадами умер, демон горько заплакал. Он и подумать не мог, что Тадами погиб. Все это время он ждал его на вершине горы.
Он бы ни за что не причинил вреда своему единственному другу. В прошлом Тадами был так подавлен из-за отсутствия поэтического таланта, что даже подумывал о самоубийстве на этой самой вершине горы. Именно этот демон тогда остановил Тадами своими стихами. Он спросил Тадами, хочет ли тот победить на поэтическом конкурсе, и сказал, что поможет ему. Сначала демон хотел только проверить, актуальны ли его поэтические способности в нынешнюю эпоху. Но, проведя больше времени с Тадами, он привнес в жизнь демона новый ветер. Они стали близкими друзьями, вместе сочиняли стихи, поддерживали и вдохновляли друг друга. Тадами принял участие в конкурсе, а демон сочинял стихи на основе идей Тадами. Они работали вместе в полной гармонии. Демон был доволен, что его стихи исполнялись, а Тадами прославился. Все было бы хорошо. Но на императорском поэтическом конкурсе Тадами написал свое собственное стихотворение и отправил его. Это стихотворение проиграло стихотворению Канемори. Демон мог бы предупредить императора, что лорд Канемори жульничал, но не сделал этого. Поэтому он подумал, что Тадами, должно быть, затаил на него глубокую обиду. Тадами сказал, что больше не хочет писать стихи вместе с демоном, потому что хочет победить сам. Демон умолял Сэма отвести его к Тадами, потому что, возможно, только он мог развеять ненависть внутри него. В ту ночь лил сильный дождь, и, как обычно, Тадами бродил по императорскому дворцу, читая вслух историю о моей любви. Демон позвал его. Казалось, что в последнее время его разум стал еще более затуманенным, и он уже не мог вспомнить ни одно из своих стихотворений. Он даже не осознавал, что невольно причинял людям боль. Демон спросил, не из-за того ли, что Тадами не помог ему победить на поэтическом конкурсе. Он стал таким. Тадами ответил, что дело не в этом. Когда Канемори прочитал стихотворение демона, он был искренне рад. Он действительно хотел узнать, сможет ли его первое самостоятельное произведение превзойти работу демона. Но он все равно не смог победить. Тогда он решил, что должен сам стать демоном, чтобы бросить вызов своему другу. Но у него не было таланта, чтобы стать демоном, как он себе представлял. Очарованный поэзией и желанием сравняться с другом, он решил умереть. Демон хотел посоревноваться с ним в последний раз. Но Тадами сказал, что теперь его разум пуст, он вообще ничего не может придумать. Он попросил Сэймэя потренировать его, потому что больше не хотел оставаться здесь жалким духом мести. Сэймэй исполнил последнее желание Тадами. Ни демон, ни Хиромаса этого не хотели, они надеялись возродить страсть Тадами. Но было уже слишком поздно, Тадами навсегда покинул этот мир. Задача, которую император поручил Сэймэю, тоже была выполнена. Хиромаса сказал, что буквально несколько минут назад Тадами снова захотел сочинять стихи. Но Сэймэй без колебаний согласился. Как жаль, что все это было напрасно, учитывая, что он всегда считал Сэймэя добрым человеком. На следующий день Хиромаса разучил пьесу на флейте, которую хотел посвятить Тадами. Он даже сделал вид, что не знает Сэймэя из-за того, что произошло накануне. По всей столице ходили слухи о странной девушке. В отличие от обычных благородных дам, она все свое время проводила, восхищаясь насекомыми. Люди говорили, что она настоящая принцесса насекомых, и звали ее Цуйка. Отец постоянно напоминал ей, что истинное счастье женщины – выйти замуж за хорошего человека, а не каждый день возиться с насекомыми. Но девушку, казалось, не волновали его советы. Сэймэй сидел у озера и пил саке, когда Мичинага пришел к нему. Он сказал, что хочет попросить Сэймэя об одолжении, даже не объяснив, в чем дело. Сэймэй сразу же отказался, сказав, что очень занят и у него нет времени на пустяки. Мичинага сказал, что если так, то он попросит Хиромасу, а потом вернется. Услышав имя Хиромасы, Сэймэй тут же передумал. Теперь он хотел услышать, о чем просил Мичинага. Сначала Мичинага поблагодарил Сэймэя за помощь его отцу во время инцидента с демоном Сузаку. Что касается сегодняшнего дня, то он пришел сюда, потому что господин Такабана Сануки, отец госпожи Цуйка, попросил его поговорить о его дочери. С детства госпожа Цуйка была не такой, как другие дети. Она не вела себя как благородная юная леди. Она часто ходила к ручью ловить раков, лазила по деревьям, чтобы собирать цветы, и ловила насекомых. Эта девушка очень любила гусениц и держала их в качестве домашних животных. Сэймэй находил эту девушку довольно интересной.
Но из-за того, что во дворце любили посплетничать, некоторые злые люди называли ее принцессой насекомых. Хотя она уже была в том возрасте, когда выходит замуж, она не выщипывала брови, не красилась и не чернила зубы. Лорд Сануки боялся, что если так будет продолжаться, его дочь никогда не выйдет замуж. В отчаянии он обратился за помощью. Он пришел и попросил ее сделать все возможное, чтобы его дочь потеряла интерес к насекомым. Сэй-Мэй был глубоко тронут любовью к дочери, но предложенный ею способ мог сильно расстроить его дочь. Она хотела использовать ядовитое вещество, чтобы заставить девочку перестать держать насекомых. Ему нужно было только следовать ее инструкциям. Сначала он поставил пустую банку под дверь комнаты дочери, чтобы открыть ее через 10 дней. Затем он закопал банку еще на 10 дней, и когда он открыл ее снова, внутри оказалось маленькое насекомое. Он думал, что его дочери не захочется держать такое уродливое насекомое. Но, к его удивлению, леди Цухука очень заинтересовалась им. Она нашла его очаровательным, назвала его червячок и решила оставить себе в качестве питомца. С тех пор червячок рос день ото дня. Из маленького существа размером с палец он вырос до размеров ребенка. Сэй-Мэй был очень обеспокоен этим. Камо Ясунари, старший брат Сэй-Мэя, пришел к Хиромасе. Он сказал Хиромасе, что изгнание Тадами было приказано императором. Он также предупредил Хиромасу, чтобы тот был осторожен, общаясь с Сэй-Мэем, потому что без поддержки императора такие люди, как он и Сэй-Мэй, которые практиковали онмиета, считались демонами в глазах обычных людей. Сэй-Мэй лично посетил резиденцию госпожи Цуюка. Снаружи многие люди сплетничали о ней. Но внутри она с удовольствием рассказывала детям о насекомых, которых они нашли. Она даже называла каждого из них по имени. Увидев Сэй-Мэй, она повела его посмотреть на своего черного червя. Для нее черный червь был загадочным существом, и она с нетерпением ждала, когда он вылупится из кокона. Сэй-Мэй сказал, что в конце концов это был красный червь, и когда он вылупится из кокона, то станет невероятно злым. Красный червь был своего рода насекомым, которое рождается из ядовитых веществ, и когда он вылупится из кокона, то будет проклинать всех, кого ненавидит человек, который его вырастил до самой смерти. Госпожа Цуюко сказала, что она никого не ненавидит, но разве в глубине души у каждого нет злой воли? Красный червь мог чувствовать эту скрытую мысль. Сэй-Мэй хотел сразу же использовать ее, чтобы предотвратить вред в будущем. Но он вспомнил слова Хиромасы, сказанные им в ту ночь, когда он тренировал лорда Тадами. Он сказал Цуюка, что подождет, пока черный червь вылупится из кокона. Если он действительно окажется вредным, он применит силу. Цуюка была очень благодарна Сэй-Мэю за то, что он так по-человечески отнесся к червю. Во время прогулки по саду Сэй-Мэй заметил, что она вырастила растение под названием китайский корень, и спросил, может ли он взять немного семян, чтобы посадить их где-нибудь еще. Пока они разговаривали, черный червь вдруг полетел к стволу дерева. Цуюка объяснила, что шелковичный червь придет кокон. Это значит, что сегодня вечером они узнают, вредно это существо или нет. Хиромаса сидел и размышлял над словами Исунори, когда к нему подошел Ацуи. Ацуи хотел попробовать сыграть на флейте, которую демон Сузаку дал Хиромасе, но понял, что не умеет играть. Похоже, кроме Хиромасы, никто не мог играть на этой флейте. Хотя Хиромаса знал, что изгнание демонов Сэй-Мэем было по приказу императора, он все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Даман пришла к нему и сказала, что хочет, чтобы он пошел с ней в одно особенное место этой ночью. Сэй-Мэй и госпожа Цуйка сидели вместе и ждали, когда черный червь вылупится из кокона. Она призналась Сэй-Мэю, что носит мужскую одежду не потому, что хочет стать мужчиной, а просто потому, что в мужской одежде ей удобнее. Отец пришел навестить ее, но она не хотела с ним разговаривать. Она узнала всю правду о черном черве. Отец тоже извинился за то, что сделал, но объяснил, что хотел лучшего для своей дочери. Он обратился за помощью к Амедзе, потому что боялся, что никто не захочет жениться на ней. Однако Цуйка считала, что не подходит на роль жены. Она чувствовала себя счастливой только тогда, когда могла быть собой. Мужчина тоже привел с собой Хиромассу. Она с нетерпением ждала, когда черный червь Цуйка вылупится из кокона. Тогда она собиралась забрать черного червя и превратить его в своего собственного сикигами. Цуюка сказала, что как бы уродливо ни выглядел черный червь, она не отдаст его. Она сказала, что это из-за клеветы, ложных обвинений и изоляции от внешнего мира. Более того,
В нем была обида и унижение ее отца, лорда Сенуки. Цуюка ответила, что хотя ее действительно огорчили и обидели сказанные о ней слова, она не позволит этому повлиять на свою жизнь. Более того, она никого так сильно не ненавидела. Саймэй пообещал помочь ей, если черный червь вылупится из кокона и станет опасен для всех. Услышав это, Хиромаса встал на их сторону и не позволил ей взять черного червя. Когда Саймэй и мужчина начали спорить, Саймэй использовал талисман на коконе черного червя и попросил Хиромасу сыграть на флейте. Звук флейты, казалось, ускорил процесс вылупления. Особенностью черного червя было то, что хотя существа, рожденные из ядовитых веществ, обычно уродливы, черный червь, возвращенный любовью Цуюка, превратился в очень красивую бабочку, совершенно безвредную. Хиромаса и Саймэй уладили свои разногласия и снова сблизились. Хиромаса принес корзину грибов, чтобы навестить Саймэя, надеясь, что ему понравится подарок, который он приготовил. Хиромаса хотел, чтобы Саймэй хотя бы раз сказал, что подарок ему понравился. Но потом он понял, что Саймэй даже не называл его по имени. Пока он размышлял, из дома Саймэя выбежал мальчик, врезался в Хиромасу и уронил нефритовую подвеску. Мальчик ничего не сказал и быстро убежал. Хиромаса вошел в резиденцию с корзиной грибов, собираясь выпить с Саймэем, но Саймэй отказался, объяснив, что он занят делом, за которое только что взялся. Монах из храма Биоин попросил его определить вид насекомых, которых он прислал. Они появлялись каждое утро в главном зале, и когда их приносили Саймэю, они все умирали. Монах предложил ему редкий сборник священных писаний из Тензю в обмен на помощь. Саймэй спросил Хиромасу, зачем он пришел. Хиромаса вдруг спросил Саймэя, помнит ли он его настоящее имя. Саймэй не только помнил, но и знал, что Хиромаса был двоюродным братом императора. Если он так хорошо это знал, то почему никогда не называл Хиромасу по имени? На самом деле Хиромаса пришел сегодня просто, чтобы составить Саймэю компанию. Он чувствовал, что Саймэю, живущему одному в такой большой резиденции, должно быть очень одиноко. Хиромаса спросил Саймэя о зеленоволосом мальчике, которого он видел у входа. Саймэй объяснил, что мальчик просто пришел попросить талисман, чтобы его мать благополучно родила ребенка. Если все пройдет хорошо, завтра утром у реки Камо может произойти нечто необычное. Это редкое событие, которое случается раз в 1000 лет. Поскольку Хиромаса был здесь, Саймэй предложил им что-нибудь сделать вместе, дождаться утра и посмотреть на это событие. По сравнению с надоедливыми насекомыми, которых прислал монах, Хиромаса показался Саймэю гораздо интереснее. Саймэй насчитал в общей сложности 262 насекомых, некоторые из которых были очень странными. Хиромаса хотел выпить с Саймэем, но Саймэй все еще был занят насекомыми. Хиромаса сказал, что каждый раз, когда он приходил, в резиденции было необычно тихо. Саймэй ответил, что с тех пор, как в его жизни появился Хиромаса, в доме стало гораздо тише, чем раньше. Как только он это сказал, к нему подбежала Цуйка, которая искала Саймэя. Она хотела найти в его саду место, где меньше всего солнца, чтобы посадить там особое растение. После случая с личинками цикады она приносила жителям дома Саймэя редкие корни, клубни или семена для посадки. Хиромаса спросил Цуйка о черном шаре. Цуйка быстро сняла шляпу, и большой черный шар благодаря Саймэю стал намного меньше и симпатичнее. Цуйка сказала, что она закончила сажать цветы в саду Саймэя, и следующей осенью они расцветут красивыми зелеными цветами, похожими на шляпы аристократов. Это растение называется аконит, оно ядовитое, но при правильном использовании может стать ценным лекарством для лечения сердечных заболеваний. Хиромаса сказал, что этот цветок очень похож на Саймэя. Он тоже был хорошим человеком, пока не выполнял неправильные приказы императора. Для Цуйка Саймэй был как лекарство, которое излечило ее болезнь. Поскольку она была там, они показали ей и странных насекомых, присланных монахом. Увидев их, она воскликнула, что они прекрасны, потому что никогда раньше не видела таких существ. В отличие от Хиромаса и Саймэя, которые думали, что все насекомые одинаковые, Цуйка заметила, что у каждого из них есть свои уникальные особенности. Однако некоторые из них действительно выглядели одинаково. Похоже, в доме Саймэя в тот день было много важных гостей. Лорд Ацуми тоже принес бутылку вина и пригласил Саймэя выпить с ним. Они вдвоем неторопливо пили вино, пока Хиромаса и Цуйка были заняты сортировкой насекомых. Ацуми заметил, что Хиромасу, хоть его и любили многие, имел очень мало друзей. Вот почему, видя, что его ученик сблизился с Саймэем, Ацуми был счастлив и горд.
Хиромасу же просто хотелось выпить с Сэймэем. Но Цуйка не хотела, чтобы он уходил, пока работа не будет закончена. Ацуми хотел, чтобы Сэймэй хорошо заботился о его ученике. Хотя люди часто говорили, что Хиромаса был сыном лисы, Ацуми верил, что он хороший человек и станет Хиромасе хорошим другом. Более того, казалось, что Хиромаса всегда беспокоился о Сэймэе. Он часто приходил к Сэймэю, потому что боялся, что в особняке ему будет очень одиноко. Он даже сказал, что Сэймэй всех отталкивает. Хиромаса случайно наступил на одно из насекомых, и в коридоре поднялся шум. Сэймэй и Ацуми пришли проверить, что случилось. Как ни странно, после того, как Хиромаса наступил на насекомое, оно исчезло, а на ноге Хиромасы появился странный китайский иероглиф. Этот иероглиф ничего не значил. Все предположили, что он означал пустоту, когда насекомое исчезло, или, возможно, тщетность их усилий до этого момента. Он также мог означать что-то запретное или иметь другое значение. Всего было 262 насекомых. Услышав это число, Ацуми вдруг подумал о чем-то, что состояло из 262 иероглифов. Сэймэй позвал Мацу и Яруцу и велел им подготовить письмо, которое нужно было отправить в храм Баэнцао. Той ночью они вчетвером сидели у озера, пили вино и болтали. Хиромаса удивился, что Цуйка знает Ацуми. Она объяснила, что лорд Ацуми разделял ее страсть к растениям, поэтому они и познакомились. Лорд Ацуми был очень необычным человеком. Он был очень разносторонним человеком, знал толк в музыке, поэзии, стрельбе из лука, он мог делать почти все. Хиромаса спросил Сэймэя, чего они ждут. Сэймэй ответил, что они ждут ответа из храма Баэнцзяо. В этот момент в руке Сэймэя оказалось письмо, сложенное в форме самолетика. Как и предсказывал Сэймэй, истинной формой насекомых была сутра сердца, буддийское писание, состоящее из 262 символов, 21 из которых был китайским иероглифом. Днем Сэймэй отправил в храм Баэнцзяо письмо об этом. Ему ответили, что сутра давно покрылась пылью в зале для сутр. И все символы исчезли. Поскольку ее давно не читали, символы превратились в насекомых, которые разлетелись по храму. Насекомые появлялись только тогда, когда монахи усердно читали сутру сердца. На этом вопрос был решен. Что касается насекомых, мисс Цуйка забрала их в качестве сувенира. Хиромаса сказал, что поскольку он умеет играть только на флейте, он завидует Ацуми, который знает так много. Но на самом деле игра Хиромасы на флейте тоже была достойна восхищения. Звуки его флейты в сочетании с заклинаниями Сэймэя давали поразительные результаты. Это даже спасло черный шар. Мисс Цуйка хотела, чтобы Хиромаса сыграл для них на флейте. Музыка была очень трогательной. После того, как мисс Цуйка и лорд Ацуми ушли, Хиромаса и Сэймэй продолжили пить вместе. Сэймэй вспомнил, как впервые встретил Хиромасу и подумал, что не должен был отвечать ему. Если бы он этого не сделал, Хиромаса не привязался бы к нему так сильно. Увидев, что Хиромаса засыпает, Сэймэй попросил Мацу и Яру отвезти его в комнату, чтобы он поспал. На следующее утро они отправились на берег реки, чтобы увидеть то, что происходит раз в 1000 лет, о чем Сэймэй говорил накануне. Немного подождав, они увидели, как 3 драконьи матери взлетели над рекой. В этот момент Хиромаса понял, что мальчик, которого он встретил у ворот особняка накануне, пришел попросить оберег для своей матери-дракона. На следующий день его мать успешно родила и вернулась к своей работе – вызывать дождь в столице. Полюбовавшись радугой, они уже собирались уходить, когда внезапно появился белый дым. Появился демон с бумажкой в руке и попытался напасть на Сэймэя. Хиромаса изо всех сил старался помочь Сэймэю, но демон оказался очень сильным. Он ударил Сэймэя, и тот потерял сознание. Хиромаса отнес Сэймэя в особняк, где уже ждал старший брат Сэймэя, Ясунори. Они отнесли Сэймэя в его комнату. Хиромаса сказал Ясунори, что в рот Сэймэя заползло насекомое из руки демона. Ясунори сразу узнал его. Это была личинка с красными лапками, но она сильно отличалась от той, которую вырастила Цуйка. Хиромаса бросился искать Цуйка, надеясь, что она поможет Сэймэю. Когда Ясунори попытался прикоснуться к Сэймэю, Мацу и Еру, попытались остановить его, но они были всего лишь духами-хранителями и быстро превратились в лепестки под взглядом Ясунори. Ясунори коснулся шеи Сэймэя и произнес заклинание, пытаясь поймать личинку с красными лапками внутри тела Сэймэя. В этот момент пришли Цуйка и Хиромаса.
Ясунори сказал, что хочет поместить черный шар Цуйка в тело Сэймэя. Это должно было помочь в борьбе с красноногими личинками демона. Он сказал, что не уверен, что это спасет Сэймэя, но они должны были попробовать. Он попросил Цуюка прочитать заклинание, чтобы поместить черный шар в тело Сэймэя. После этого им оставалось только ждать, пока насекомые начнут сражаться внутри Сэймэя. Если повезет, Сэймэй очнется. Но если нет, он умрет. Хиромаса держал Сэймэя за руку, чтобы подбодрить его и заставить бороться. Но когда он держал Сэймэя за руку, Хиромаса увидел сон, в котором Сэймэй был ребенком. В то время отец Ясунори, Таюки, принял его в ученики. Тогда над ним часто издевались одноклассники. Они говорили, что раз он сын лисы, то должен вернуться в горы и не оставаться здесь. Однажды ночью Сэймэй и 3 других учеников шли вместе с Таюки, когда заметили что-то странное. Сэймэй сразу же рассказал об этом своему учителю. Таюки велел всем спрятаться под телегой и молчать, пока он будет читать заклинания, чтобы прогнать демона. Пока они прятались под телегой, один из одноклассников Сэймэя шумел, перебирая четки. Сэймэй хотел напомнить ему об этом, но одноклассники отругали его, назвав сыном лисы и не разрешив дотронуться до него. Шум привлек демона, который напал на одноклассника. 2 других учеников стали свидетелями этой ужасной сцены и попытались убежать, но демон их тоже поглотил. На следующее утро по школе поползли слухи, что Сэймэй был единственным, кто выжил после встречи с демоном. Они думали, что он убил своих одноклассников, потому что был необычным ребенком. В их глазах Сэйдзи был ненавистным уродом. Когда он вырос, его хозяин умер, и с тех пор Ясунори стал смотреть на него с презрением. Господин Масунага воспользовался моментом, когда Сэйдзи было плохо, чтобы утешить его и сблизиться с ним. Масунага сказал, что видит, что чувства Сэйдзи к его хозяину были больше, чем просто отношения учителя и ученика. Это было похоже на отношения отца и сына. Позже Масунага попросил Сэйдзи об очень важном одолжении. Он хотел проклясть своего отца до смерти с помощью заклинания. Он признался, что знал, что это неприемлемо, но у него не было другого выбора. Его отец много лет мучил его мать, и если бы он остался у власти, их семья была бы разрушена. Масунага использовал заклинание, чтобы убить своего отца. Но так как он был еще неопытен, заклинание не сработало. Он хотел, чтобы Сэйдзи помог усилить проклятие, чтобы оно подействовало. Сэйдзи не мог принять эту просьбу. Однако он пообещал не рассказывать, что Масунага использовал заклинание, чтобы навредить его отцу. Несмотря на обещание, Масунага все равно послал людей убить Сэйдзи. Разозленный этим, Сэйдзи пошел к нему. Масунага заявил, что Сэйдзи был первым, кто его обидел, сказав, что, хотя они и были друзьями, Сэйдзи ему не помог. Сэйдзи возразил, что у него никогда не было такого друга. С тех пор Сэйдзи переехал жить в большой особняк. Однажды вечером, когда он пил, на его плечи упали 2 лепестка глицинии, один фиолетовый, а другой белый. Почувствовав связь с этими лепестками, Сэйдзи с помощью заклинания превратил их в духов-хранителей, чтобы они остались с ним. Он всегда был очень одинок. Во сне Сэймэю явился Хиромаса, и они вместе вспомнили многое из прошлого. Сэймэй, казалось, открылся и принял эту неожиданную дружбу. Увидев тяжелое прошлое Сэймэя, Хиромаса не смог сдержать слез. Тронутый страданиями друга, Хиромаса решил пойти и попросить помощи у бога. Мужчина рассказал ему, что в горах Таиланда есть бог, который управляет продолжительностью жизни людей. Если они попросят бога продлить жизнь Сэймэя, им придется пожертвовать чем-то очень ценным. Хиромаса решил сыграть последнюю мелодию на своей флейте, а потом пойти и попросить бога продлить жизнь Сэймэя. Ясунори удивился, как Сэймэй мог так долго жить с 2 видами насекомых внутри себя. Он попросил Цуйка присмотреть за Сэймэем, пока он будет снаружи. Хиромаса, отказавшись от игры на флейте, все еще был обеспокоен и чувствовал некоторое сожаление. Сэймэй же медленно приходил в себя благодаря жертве Хиромасы. Как только он очнулся, его вырвало сферическим предметом, который, похоже, был остатками личинок красноногих лягушек, напавших на него накануне. Все, особенно Хиромаса, очень беспокоились о здоровье Сэймэя. Когда выяснилось, что с Сэймэем все в порядке, Хиромаса почувствовал облегчение. Лорд Ясунори тоже был там, и Сэймэй подумал, что он спас его. Но Ясунори сказал, что ничего не сделал. Несмотря на это, Сэймэй извинился за то, что доставил ему столько хлопот. Ясунори сказал, что доложит об этом императору, и что Сэймэю пока не нужно идти во дворец. Уходя, Ясунори посетовал, что Сэймэй действительно очень удачливый человек.
Сэймэй удивился, как он выжил после нападения личинок красноногих лягушек. Цуйка объяснила, что это был черный шар, который вытолкнул личинки из его тела. Затем она вспомнила, что Хиромаса вчера ушел. Он сказал, что ему было немного не по себе, и он вышел прогуляться. Ацуми также защищала Хиромасу, чтобы правда о том, что он продал свои навыки игры на флейте, чтобы спасти Сэймэя, не всплыла наружу. Хиромаса извинился перед Сэймэем, сказав, что если бы он играл на флейте той ночью, на Сэймэя бы не напали. Он объяснил, что его отвлек странный шум, из-за которого он отвлекся и не смог играть на флейте. Сэймэй сказал ему больше не извиняться. Теперь им нужно было подумать о демоне той ночи. Он считал, что демон был наполовину человеком, наполовину демоном, то есть он превратился в демона при жизни. У демона был только один рог, что означало, что он не полностью превратился. В тот момент демон все еще мог принимать человеческий облик, что делало его более опасным, чем другие демоны. Человек, который становится демоном в экстремальных обстоятельствах, может потерять контроль над своей ненавистью и обидой. Сэймэй хотел найти демона, который напал на него. Поскольку никто, кроме демона, не мог научить его создавать личинок с красными пальцами, он хотел призвать Мацу и Еру на помощь, но не смог их найти. Цуюка объяснила, что из-за его слабого здоровья они исчезли. Сэймэй нашел это странным, ведь фамильяры обычно не исчезают без его приказа. Цуюка предположила, что демон на самом деле может быть лордом Ясунори. Она видела, как Ясунори странно себя вел, пока Сэймэй был без сознания, и не была уверена, что он действительно хотел помочь Сэймэю. Хиромаса спросил, зачем Ясунори использовал черный шар. Возможно, он хотел показать, что пытался помочь. Но он не ожидал, что шар победит личинок красной жабы. Сэймэй спросил, не Хиромаса ли позвал Ясунори. Но Хиромаса ответил, что Ясунори был в поместье Сэймэя до того, как Хиромаса привел его туда. Все подозревали, что это Ясунори мог навредить Сэймэю. Но Сэймэй все равно хотел встретиться с ним, чтобы подтвердить это. Он не мог поверить, что его старший брат так сильно его ненавидит. Сэймэй снова призвал темных мотыльков, но, обыскав все вокруг, так и не нашел человека. Тем временем в императорском дворце распространились слухи о Сэймэе, что он был проклят и спасен Ясунори. Это дало врагам Сэймэя хорошую возможность свергнуть его. Хиромаса рассказал Сэймэю об этих слухах, и император вызвал его во дворец, чтобы допросить. Чиновники постоянно критиковали Сэймэя, говоря, что если он был побежден каким-то насекомым, то недостоин своего положения. Только лорд Кейн верил в Сэймэя и защищал его, называя величайшим Анмедзи всех времен. Чиновники хотели устроить состязание между Сэймэем и другим Анмедзи, чтобы доказать его способности. Сэймэй счел эту идею скучной и отказался участвовать. Но когда он узнал, что его соперником будет человек, он уже не мог отказаться. Человек сказал, что если Сэймэй победит, то он расскажет ему, кто был тем демоном, который напал на него той ночью. Затем они соревновались в заклинаниях, используя мощные техники, которые поразили всех во дворце. Но как раз в тот момент, когда битва достигла своего пика, появилась группа демонов-голов, атаковавших всех Анмедзи и даже императора. Все запаниковали и разбежались. Сэймэй создал барьер, чтобы сдержать демонов. Позволив всем сбежать, он хотел с помощью флейты Хиромасы победить демонов. Но Хиромаса сказал, что в тот день не взял с собой флейту. Тогда Сэймэй использовал свои заклинания, чтобы уничтожить головы демонов. Увидев это, все наконец признали способности Сэймэя. Когда Сэймэй уходил, он хотел спросить Дамана демоне, который той ночью использовал на нем личинки красной жабы. Головы демонов, которые он видел раньше, были созданы, чтобы восстановить честь Сэймэя. Даман сказала, что раскроет истинную личность демона, когда Сэймэй победит ее. Но она дала несколько подсказок. Демон очень беспокоился о Сэймэе. Он пришел к нему в ту ночь, когда была гроза. После того, как он не услышал знакомый звук флейты двойняшки, демон Малиновка отправился к Хиромасе, чтобы спросить, почему тот перестал играть. Хиромаса объяснил, что пожертвовал своим талантом, чтобы спасти Сэймэя. Несмотря на это, демон Малиновка все равно хотел, чтобы Хиромаса сохранил флейту, надеясь, что однажды он снова на ней сыграет. Хиромаса услышал, как придворные жалуются, что Сэймэй появляется у их кроватей посреди ночи, а потом внезапно исчезает. Казалось, Сэймэй пытался найти того, кто проклял его почти до смерти.
Он приходил к тем, кого подозревал в ненависти к нему. Придворные гадали, кто во дворце мог так сильно ненавидеть Сэймэя. Тогда Хиромаса вспомнил слова Цуйка о господине Ясунори. Хиромаса спросил Сэймэя, как он узнал, что Сэймэй будет в опасности, и ждал его в особняке. Сэймэй объяснил, что каждый в Миёдзе, как и он, обладает уникальной способностью, которую обычные люди, такие как Хиромаса, не могут понять. Он также добавил, что если Хиромаса думает, что это он навредил Сэймэю, то это может быть ошибкой. Сейчас Сэймэй был в резиденции Анмедзи и готовился к ночному заданию по поиску демона. Хиромаса вошел, и Сэймэй сказал ему, что сегодня ночью они отправятся на охоту на демонов. Он готовился к этому и хотел, чтобы Хиромаса сыграл на флейте, чтобы помочь ему. Но Хиромаса, похоже, был не в восторге от этой просьбы. Затем Хиромаса спросил Сэймэя о недавних жалобах от разных чиновников, что Сэймэй беспокоил их по ночам. Сэймэй признал, что это правда. Он объяснил, что личинки красной жабы безусловно связаны с демоном, поэтому он отправил своих фамильяров выяснить, кто из чиновников может быть причастен к этому. Он также хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы предупредить чиновников о демоне, так как тот, кто его ненавидит, похоже, был повсюду. В этот момент пришел лорд Кейн, чтобы спросить Сэймэя о его угрозах. Чиновники и император хотели провести большой ритуал, чтобы прогнать демонов. Но Сэймэй не согласился, он считал, что в этом нет необходимости, и сказал, что демоны были созданы кем-то, чтобы пугать людей, и не собирались никого убивать. Он попросил разрешения уйти, чтобы избежать проблем с чиновниками. Хиромаса прогуливался по дворцу и услышал красивую мелодию флейты. Это была Ацуми, которая играла на флейте. Хиромаса остановился и долго слушал. И как только он собрался уходить, Ацуми позвала его обратно. Он извинился за то, что играл на флейте перед Хиромасой, и спросил, не жалеет ли Хиромаса о том, что потерял способность играть на флейте из-за Сэймэя. Ведь Хиромаса всегда был лучшим флейтистом во дворце. Однако Хиромаса ответил, что это не так важно, как думает Ацуми. Он никогда не сравнивал свои таланты с другими. Он играл на флейте просто потому, что ему это нравилось. Хотя он и правда скучал по игре на флейте, но то, что он спас Сэймэя, было важнее. Хиромаса также видел в этом возможность заняться чем-то новым, что ему нравилось, например, изучать что-то полезное. Затем Ацуми попросил у Хиромасы флейту-близнеца, подаренную ему демоном Алым Воробьем. Хиромаса отказался, сказав, что эта флейта особенная, и он не может отдать ее никому другому. Он будет хранить ее у себя и, возможно, однажды, много лет спустя, снова сможет на ней играть. Когда наступила ночь, Сэймэй и Хиромаса отправились к дереву, чтобы провести ритуал и пробудить личинок красной жабы, которые напали на Сэймэя ранее. Хиромаса беспокоился, что когда они проснутся, существо снова нападет на Сэймэя. Но Сэймэй успокоил его, сказав, что не стоит волноваться. Он воссоздавал существо, чтобы найти того, кто его создал. Сэймэю не терпелось узнать, кто так сильно его ненавидит. Они погнались за личинками красной жабы в густой лес. По пути Хиромаса спросил, почему Сэймэй никогда не называет его по имени. Сэймэй, сосредоточившись на поиске личинок, просто заметил, что Хиромаса слишком чувствителен. Появился туман, и они разделились. Сэймэй оказался там, где стоял Ясунори. Когда Хиромаса оказался лицом к лицу с настоящим демоном, Ясунори объяснил, что не он создал личинок красной жабы. Хотя он и недолюбливал Сэймэя, он не стал бы создавать демона только для того, чтобы убить его, рискуя превратиться в демона самому. Он презирал Сэймэя. Но когда он вернул Сэймэя, его отец приказал ему защищать Сэймэя, поэтому он не мог ослушаться отца. Он также сказал, что черный шар, которым он ударил Сэймэя, не причинил ему особого вреда, и он даже не знал, почему Сэймэй выжил. Однако Ясунори подозревал, что целью личинок красной жабы был не Сэймэй, а кто-то другой. Сэймэй, осознав всю ситуацию и понимая, что Хиромаса в опасности, быстро побежал искать своего друга. Демон, с которым столкнулся Хиромаса, на самом деле был Ацуми. Он признался, что всегда завидовал умению Хиромасы играть на флейте. Личинки с красными лапками были созданы, чтобы навредить Хиромасе, но Сэймэй спас его. Несмотря на это, Ацуми почувствовал удовлетворение, узнав, что Хиромаса потерял свой талант, чтобы спасти Сэймэя. После долгих поисков Сэймэй наконец нашел Хиромасу. Но, к сожалению, демон пронзил Хиромасу мечом в грудь. Сэймэй быстро наложил на него чары, но демон заблокировал их и убежал. Сэймэй бросился на помощь Хиромасе.
который извинился за то, что не был рядом с ним, думая, что он не выживет. Хиромаса, прежде чем умереть, попросил Сэймэя спасти Ацуми демона. Впервые Сэймэй назвал Хиромасу по имени. Затем Сэймэй отправился к Даману, чтобы узнать об Ацуи. Даман заметил, что на этот раз Сэймэй казался более человечным, чем во время их последней встречи. Она спросила, хочет ли Сэймэй убить Ацуи, чтобы отомстить за Хиромасу. Сэймэй спросил, почему Даман помог Ацуми стать демоном. Даман объяснил, что было необычно видеть Сэймэя так близко к человеку, и она хотела посмотреть, как Сэймэй отреагирует, если с этим человеком что-то случится. Она просто хотела поиграть с ситуацией, не ожидая, что Хиромаса действительно умрет. Однако она уточнила, что смерть Хиромасы не была полностью ее виной. На самом деле это произошло из-за невнимательности и беспечности Сэймэя. Было несколько предзнаменований, но Сэймэй их не заметил. Сэймэй возразил, сказав, что это не его вина. Хиромаса никогда не рассказывал ему о своих проблемах, поэтому его нельзя винить. Все это было результатом решения Хиромасы. Даман раскритиковал мнение Сэймэя о его друге, назвав его жестоким. Сэймэй ответил, что Хиромаса не был его другом. Однако для Хиромасы Сэймэй был очень близким другом. Когда он был на грани жизни и смерти, Хиромаса пожертвовал своим умением играть на флейте, чтобы спасти его. Сэймэй знал, что потерять друга гораздо больнее, чем потерять способность играть на флейте. Благодаря Хиромасе Сэймэй дожил до сегодняшнего дня. Сэймэй был глубоко потрясен информацией, которую он получил от Дамана. На обратном пути он много думал о Хиромасе, первом человеке, который поверил в него, оценил его способности и понял его одиночество. Госпожа Цуйка тоже была убита горем, когда узнала, что Хиромаса умер. Слуга в доме заметил пятна крови на одежде Ацуми и пошел за новой одеждой для него. Ацуми не ожидал, что все станет так серьезно. Демон в ближайших цветочных кустах напомнил ему, что теперь он может играть на флейте, которую получил от Хиромасы. Теперь он был лучшим флейтистом в столице. Ацуми собирался бросить флейту в канал неподалеку, но в этот момент под водой появился демон, словно вторая его сущность. Ацуми обвинил демона в смерти Хиромасы. Слуга, который готовил одежду для Ацуми, случайно увидел его в демонической форме и испугался. Демон, обитавший в Ацуми, выбежал на улицу, вызвав панику среди людей, которые это видели. Ацуми хотел, чтобы демон покинул его тело, но это было невозможно. Демон сказал Ацуми, что ему следовало убить Хиромасу, когда появились личинки красной жабы. Ацуми хотел потребовать этого, но не хотел такого исхода. Он придумал план, как заставить Хиромасу пожертвовать своим талантом ради спасения Сэймэя. Но даже после потери таланта Хиромаса ничуть не изменился. Демон, полный зависти, чувствовал, что Ацуми все еще привязан к миру людей, и злился на него за это. Ацуми, однако, думал иначе. Они с Хиромасой были друзьями долгое время, и он даже научил Хиромасу играть на флейте. После смерти Хиромасы Сэймэй тоже очень горевал. Ему даже мерещилось, что Хиромаса все еще сидит и пьет с ним. Ясунари пришел к Сэймэю и дал ему амулет с душой Хиромасы. Он рассказал, что когда понял, что демон, возможно, пытается связаться с Хиромасой, он тайно дал ему амулет, чтобы защитить его. Но амулет мог защитить только душу Хиромасы. Не было уверенности, что Хиромаса умер. Но Сэймэй не мог ничего сделать, чтобы воскресить его, потому что его сердце перестало биться. Сэймэй сказал, что есть еще один способ. Он пойдет и попросит у Тайшань Фуджуна, бога жизни и смерти, спасти Хиромасу. Ясунори усомнился, действительно ли Семей понимает, что он говорит. Тайшань Фудзюнь был богом, который управлял человеческой жизнью. Не только было очень трудно обратиться с такой просьбой, но даже если бы она была удовлетворена, цена была бы чрезвычайно высока, возможно, даже жизнь самого Сэймэя. Ясунори спросил, если бы Сэймэй умер, чтобы спасти Хиромасу, был бы он действительно счастлив. Он посоветовал Сэймэю сдаться. Позволь душе Хиромасы вернуться в его тело, чтобы он мог спокойно уйти из жизни. Сэймэй отказывался верить в подобные вещи. Он считал, что все, что произошло, было его виной, и он определенно не позволил бы Хиромасе умереть. Демон внутри Ацуми верил, что во всем виноват Хиромаса. Он не мог простить того, кто украл тайную мелодию флейты. Ацуми потратил столько усилий, чтобы выучить эту мелодию. Хиромаса намеренно хвастался, что только он может играть на флейте демона Феникса. Гнев Ацуми превратил его в настоящего демона. Не так давно Ацуми подрезал ветки в саду, когда ему стало грустно.
Полагая, что он никогда не сможет стать таким же талантливым, как Хиромаса, он подумал, что, возможно, никогда в жизни не сможет играть на флейте демонов Феникса. Внезапно рядом с ним раздался голос, спрашивающий, будет ли он продолжать жить как низшее существо. Этот голос предложил ему украсть все у Хиромасы и присвоить себе. Неужели он не испытывал к Хиромасе никакой ненависти? Ацуми никогда не думал о таком. Для него Хиромаса был очень близким другом. Голос демона указывал на то, что Хиромаса был гением, но этот самый талант попирал гордость других. Сорвав цветок, который говорил с ним, Ацуи посмотрел в пруд и понял, что превратился в демона. Демон сказал ему, что он может выбрать только одно – флейту или дружбу с Хиромасой. В конце концов, Ацуи выбрал флейту. Хиромаса умер, и теперь никто не мог превзойти его в игре на флейте. Позже Ацуи встретил Сэймэя в лесу. Сэймэй сказал, что пришел убить Ацуи. Он не мог исполнить последнее желание Хиромасы, потому что Ацуи стал злым демоном. Но когда Сэймэй уже собирался нанести удар, он заметил слезы, текущие из глаз демона. Возможно, глубоко внутри Ацуи все еще страдал из-за того, что сделал. Поэтому Сэймэй решил пощадить его. Затем Сэймэй предпринял очень рискованный шаг. Он отправился украсть тело Хиромасы. Похоже, у него был план воскресить Хиромасу. Ясунори считал эту идею очень опасной. Сэймэй знал, что это рискованно, но верил, что только Хиромаса сможет спасти Ацуи. Сэймэй попросил его помочь с подготовкой к этому важному плану. Она сказала, что ей не хватает всего нескольких ингредиентов, и как только они будут готовы, она выполнит задание, которое он ей поручил. Но она все равно считала, что Сэймэй сошел с ума, будто потерял рассудок. Госпожа Цуюка думала, что Сэймэй хочет превратить Хиромасу в сикигами. Но Сэймэй объяснил, что превращение в сикигами не позволит им общаться. Он был полон решимости попытаться воскресить Хиромасу. Раньше он заключил тайную сделку с демоном. На этот раз их встреча прошла гораздо лучше, и демон согласился помочь. Но было неясно, удастся ли воскресить Хиромасу, и они узнают это, только когда попробуют. Госпожа Цуюка хотела пойти с ММ на ритуал, но он остановил ее. Он сказал, что это слишком опасно. И что еще важнее, что когда Хиромаса оживет, хотя бы один из его друзей должен быть еще жив. Они отнесли тело Хиромасы на королевское место жертвоприношений, где чиновники проводили церемонию в честь императора. Все были потрясены, когда появился Сэмэй. Он объявил, что пришел, чтобы возглавить церемонию. Но это будет необычная церемония. Вместо этого, когда ритуал будет завершен, это обеспечит мир во всей столице на долгое время. Чиновники сразу же выразили свое беспокойство, обвинив Сэмэя в краже тела Хиромасы. Сэмэй открыл циновку, которой было накрыто тело Хиромасы, и все в страхе отступили. Он сказал, что отдает тело Тайшань Фуджуну, и, не теряя времени, начал читать заклинание. В этот момент ни один солдат не посмел помешать Сэмью воскресить Хиромасу. Он сказал императору, что делает это ради безопасности столицы и взамен обеспечит мир в городе. Чиновник Кане согласился, что Сэмэй должен провести ритуал, и Ясунори тоже поддержал это решение. Император признал, что Сэмэй уже очистил землю от демонов и решил предоставить ему полную власть над церемонией. Сэмэй начал читать заклинание, и дворец окутал темный туман. Хиромаса сел и заиграл на своей флейте. Услышав это, Ацуми тут же бросился туда. Придворные в ужасе увидели его демонический облик. Оказалось, что Сэмэй заманил его в ловушку. Демон Феникс играл на флейте вместо Хиромасы. Перед уходом Сэмэй велел демону позаботиться о том, чтобы Хиромаса остался жив или сохранил свою флейту. Сэмэй признался, что ему нужно было заманить туда Ацуми, но настоящим противником был не Ацуми. Настоящим противником, с которым демону нужно было сразиться, был Хиромаса. Пока Сэмэй уклонялся от атак Ацуми, он готовил поле боя. Внезапно с неба спустились демоны и напали на придворных. Ясунори и Сэмэй пытались их сдержать, а мужчина заканчивал свою работу. Черный шар тоже сыграл важную роль в уничтожении демонов. Во время битвы Сэмэй был ранен в плечо. На этот раз он решил покончить со всем. Думан встал на пути у Ацуми, чтобы защитить Сэмэя, но не смог. Сэмэя начала быстро затягиваться. Он вытащил из своего тела последний талисман и начал читать заклинание, чтобы призвать Тайшань Фужун.
Сочетание полуночных червей Сэймэя создало большой круг иньян, который охватил весь двор. Госпожа Цуйко, увидев, что Хиромаса вот-вот сгорит, храбро бросилась его спасать. Но Хиромаса вовремя очнулся. Они оба избежали опасности. Когда Хиромаса пришел в себя, он объяснил, что пока его душа была в талисмане, он ясно слышал планы Сэймэя. Он вдруг понял, что Сэймэй, скорее всего, пожертвовал своей жизнью, чтобы его воскресить. Он бросился к Сэймэю, но, возможно, было уже слишком поздно. Сэймэя уже унес большой кулак Тайшань Фужун. Хиромаса был в отчаянии. Он винил Сэймэя в том, что тот никогда не заботился о себе. Но не успел он погрузиться в свое горе, как на него напал Ацуми. Хиромаса не хотел сражаться с ним, но вспомнил слова Сэймэя, что только Хиромаса может спасти истинное «Я» Ацуми. Этот человек напомнил ему, что если он сможет отрубить рога Ацуми, то есть шанс, что человеческая сущность Ацуми пробудится. Хиромаса вспомнил, как они с Ацуми когда-то вместе играли на флейте, но теперь оказались в такой сложной ситуации. Хиромаса решил попробовать отрубить рога Ацуми, надеясь пробудить его человеческую сущность. Казалось, что Хиромаса был слишком наивен, думая, что сможет изменить демона. Пытаясь сделать так, чтобы у Хиромасы больше не было шансов на возрождение, Ацуми собирался разорвать его на части. Хиромаса спросил Ацуми, если он так сильно его ненавидит, что превратился в демона, почему он продолжает хвалить его талант? Почему он был добр к Хиромасе в прошлом? Хиромаса все еще считал его другом. В глубине души Ацуми понимал, что это его друг, но демон внутри него так не считал. Демон хотел немедленно убить Хиромасу. Когда один из рогов Ацуми был отрублен, казалось, что он частично вернул себе волю. Он признался, что на самом деле не хотел убивать друга вроде Хиромасы, но демон внутри него заставлял его это делать и продолжал нападать на Хиромасу. Тем временем Дамана и Сунори были заняты сражением с демонами, падающими с неба. Они поняли, что просто сражаться с каждым демоном по отдельности неэффективно. Им нужно было устранить источник проблемы. Ацуми объяснил, что из-за того, что Хиромаса был его другом, его ненависть и презрение к таланту Хиромасы усилились. Но Хиромаса не считал свой талант чем-то особенным. Он играл на флейте просто для того, чтобы получать удовольствие и утолять свою страсть. Хиромаса добавил, что несмотря ни на что, он больше не может играть на флейте. Но его отказ отдать флейту демона Феникса стал для Ацуми как кость в горле. С самого детства Хиромаса мечтал играть на флейте вместе с Ацуми и никогда не забывал, как счастлив он был в те моменты. Госпожа Цуюка бросила Хиромасе меч, и он быстро отрубил оставшийся рог Ацуми. Мужчина и Сунори быстро расправились с остальными демонами, и во дворе остался только Ацуми. Потеряв рога, Ацуми признался, что тоже наслаждался игрой на флейте с Хиромасой и был счастлив в те моменты. Но все это не могло победить его ревность. В приступе ярости он сильно укусил Хиромасу, но тот не сопротивлялся, а спокойно объяснил, что когда решил обменять свой талант на спасение Сэймэя, он тоже завидовал умению Ацуми играть на флейте. Он даже почувствовал, как в нем просыпается жадность демона. С самого детства Хиромаса обладал необыкновенным талантом к игре на флейте. Он мог один раз услышать песню и идеально ее воспроизвести. Эта способность заронила семена зависти в сердце Ацуми. Когда он вырос, люди стали хвалить талант Хиромасы, утверждая, что он превосходит даже его учителя Ацуми. С тех пор в Ацуми тайно росла ненависть и зависть, постепенно превращая его в ужасного демона. Все последующие злодеяния были совершены не только демоном, но и самим Ацуми. Не демон убил Хиромасу, а сам Ацуми. Хотя он и называл Хиромасу другом, в глубине души он всегда его ненавидел. Хиромаса сказал ему, что в каждом человеке живет демон. Если его не контролировать, он может легко превратиться во что-то злое. Ацуми признался, что он все еще демон, и несмотря на все, что он сделал, он не может снова стать человеком. Ему было очень стыдно, и если так будет продолжаться, он может снова напасть на Хиромасу. Ацуми решил покончить с собой, чтобы избавиться от мучений. Хиромаса не знал, как его остановить, и тут появился Сэймэй. Он выбил меч из рук Ацуми и сказал, что может снять с него проклятие. Сэймэй знал, что Хиромаса этого не хочет,
но перед уходом спросил, может ли он оставить свой талант Хиромасе. Они вместе сыграли на флейте, и мелодия была прекрасна. Закончив играть, Сэймэй сказал Ацуми, что, возможно, ему больше не нужно быть проклятым. Ацуми посмотрел в зеркало и увидел, что снова стал человеком. После этого все вернулись к обычной жизни. Хиромаса, Сэймэй и Ясунори сидели вместе и пили вино. Пока Ацуми путешествовал по миру, Хиромаса спросил Сэймэя, как тот до сих пор жив. Сэймэй объяснил, что использовал сплетни о себе, чтобы создать фамильяра, похожего на него. Этот фамильяр занял его место и приносил жертвы богам. Таким образом, те, кто плохо о нем отзывался, теряли часть своей жизни. Это было своего рода кармическим возмездием для тех, кто его обидел.